Приветствую всех, дамы и господа, а также рыбаки не очень. Время 5 утра, я собрался на рыбалку. Далеко и надолго, но это видео я хочу снять не про рыбалку. Хочу поснимать дорогу до рыбалки. Хочу поснимать место, где мы будем рыбачить. Может быть, лагерь, может быть, наш быт. Я пока не знаю, что из этого получится. В общем, как получится. Поехали. Ехать очень долго и утомительно. Несколько сотен километров. Ну, пока еще темно, расцветет, солнце подымется. Ну, может быть, что-то поснимаю. Посмотрим. Мы приехали в небольшой поселок, который расположен на берегу моря. И сейчас несколько десятков километров мы будем ехать вдоль моря. Какой сильный туман. Прям совсем сильный. 11 градусов тепла. У нас лето. Сильный туман снимать, ну, не получается. Мы сейчас на въезде в небольшой поселок на берегу моря. Сейчас уходим в сопки. Ну, потом снова выйдем к морю. У меня там стоит камера, и вот от тумана запотевает объектив, не получается снимать. Но на самом деле, когда едешь вот по федеральной дороге, как бы ничего интересного. Все достаточно однообразно. Но дорога и дорога. Дорога такая утомительная. Я проехал чуть более 400 километров. И здесь погода уже получше. Вон где-то там даже солнышко есть. И температура стала чуть-чуть повыше. Вообще мы едем небольшой компанией.
Я один на своем автомобиле и товарищ с женой на своем автомобиле. Мы договорились встретиться в одном месте и потом уже ехать уже до конечной точки, до места рыбалки. Где-то встречал цифру в интернете. В моем регионе около 55 тысяч ручьев и речек. И большая часть из них нерестовые, лососевые. Вот одна из них, такая обычная, типичная речка. Бывают крупнее, бывают помельче. Мы их сейчас проехали, великое множество. И еще их очень и очень много. В моем регионе с рыбалкой, ну, все хорошо. Жду вторую машину, пока я переоденусь. Я стараюсь на рыбалку и с рыбалки ездить, ну, в обычной городской одежде. Ну, вот сейчас уже... Думаю, можно переодеться. Так, я дождался вторую машину. Едем. Слежу за термометром. Температура в течение 1 минуты с 26 упала до 18. Это очень хорошо. Пылища! Закрытые окна и кондиционер спасают. Ну, обстановку сами видите, тут не до съемок. Температура еще упала до 13. Это прям очень хорошо. Есть шансы, что нас комары не сожрут. С 26 до 13. Мы почти у цели. Боже, как я устал. Осталось несколько километров.
Мы проехали около 700 километров. Дорога, ну, лично для меня очень утомительная. Но, тем не менее, мы на месте. Температура здесь 8 градусов тепла. Еще час назад было 26, сейчас 8. Но это и к лучшему. Значит, сейчас нам нужно, ну, как-то свой быт обустроить. Вот. И мне нужно походить и для вас, ну, поснимать эту локацию. Показать, что, куда мы приехали. Есть у меня одна традиция. Несмотря ни на что, ни на какие условия, когда я приезжаю, я позволяю себе выпить стаканчик пива сначала. Божественно. Так, сейчас я похожу, для вас поснимаю видео, а потом буду заниматься лагерем, обустройством спального места, ужином и так далее. Ой, боже мой, как хорошо. Это Охотское море. Вот такое вот оно, суровое. А вон там сидят белоплечие орланы. Для этой камеры освещение плохое, но я хорошо вижу. Очень много нерп плавает. Значит, есть какая-то рыба. Вон с десяток голов торчит. А это протока. Она соединяет море с заливом. Очень много нерп. Вот прям много-много голов торчит. Я не знаю, что они ловят. Местные жители и местные рыбаки, ну и зрители моего канала уже знают, но я напомню, в моем регионе много заливов, которые соединены узкой протокой с морем. Их еще называют озера лагунного типа. Вот мы на одном из этих заливов. Мы приехали половить местного хищника, кунжу. Рыба нам не нужна, просто нас сюда завела ностальгия. Лично я был здесь несколько раз, но это было давно. Я так захотел здесь побывать снова. Я поехал. Ну и товарищ захотел со мной. И жена его тоже. Вот, нас трое, плюс собака. Ну а это уже непосредственно сам залив. Тут, видите, вода спокойная. Нерпы. Сейчас я не могу понять, что сейчас отлив или прилив. Не видно. Завтра мы здесь будем рыбачить, но это уже как бы другая история. И, возможно, еще останемся послезавтра. А потом поедем на другой водоем. Природа здесь, ну, достаточно суровая. Как я уже сказал, сейчас около 8 градусов. Растительности здесь практически нет. Но людей, вот, рыбаков, привлекает это место хорошей рыбалкой.
Это наша кухня? Да. Да. Так, что я вначале говорил? Поснимаем дорогу, поснимаем место, покажу вам, как наш быт устроен, лагерь и так далее. Вот, хочу показать вам, что находилось в моем автомобиле. В общем, с годами, методом проб и ошибок, я пришел к своему стандартному набору, который я всегда беру вот в дальней поездке. Это вот то, что у меня находилось в автомобиле. Значит, одежда. Всякая разная. Теплая для холодной погоды. Одежда. Так, это у нас что? Это ящик с рыболовными принадлежностями. Но тут немножко катушек, немножко приманок, каких-то мелочей, рюкзак и так далее. Болотные сапоги. Они очень часто пригождаются мне. Вот для чего? Например, пойти рыбу почистить, зайти по колено в речку или в озеро, умыться. Очень удобная штука. Так, ну это мои удочки, спиннинги. Дальше. В этом ящике находятся вейдерсы, ботинки к ним и куртка от дождя, дождевик. Умывальные принадлежности, полотенца и небольшая аптечка. Так, тут у нас все, что относится к кухне. Плитка, посуда, какая-то мелкая кухонная утварь. Самое необходимое. Дальше. В этой сумке находится мое спальное место. Тут подушки, одеяло, покрывало и так далее. Идем дальше. Стол. Он очень-очень старый, но еще живой. Внутри небольшой раскладной стульчик, табуретка. Костюм неопреновый. Вот для такой погоды. Потому что в морскую воду я стараюсь в мембране не заходить. Неопреновый костюм. Я думаю, здесь он пригодится. Дальше. Что у нас дальше? Вот в этом ящике всякие автомобильные штучки. Компрессор, лопата небольшая, веревки, канаты, что-то из инструментов, масло. Этот ящик у меня всегда находится в машине. И два самых главных термобокса. Вот этот на, по-моему, 70 литров. И вот этот на 26 литров. Тут находятся продукты, лед, алкоголь. В этом же термобоксе я солю рыбу. Идем дальше. Ну, спальное место я уже почти освободил. Значит, туристические коврики. Здесь я все разложу, заправлю. Что у меня здесь? Пассажирское кресло. Я вот стараюсь помыть коврики, чтобы сюда что-то чистое можно было положить. Здесь у меня городская одежда, запас воды, соль, ну, смесь соль с сахаром для засолки рыбы. Ну и тут вот всякая полезная мелочевка. Идем дальше. Если я не сильно устал, то вечером перед сном я люблю смотреть фильмы. Я стараюсь водительское место держать всегда свободным. Я здесь сажусь. У меня всегда в телефоне 2-3 фильма, и вечером я его смотрю. Вот, собственно, и все. Это, так сказать, моя территория. Я вот в плане поездок, я абсолютно автономен. Хоть на 3 дня могу выехать, хоть на неделю.
Часть вещей я, наверное, все-таки на кухню отнесу, а часть, ну, здесь безопасно относительно, а часть останется вот прямо здесь на улице. Вот такая вот получилась история. Ну, те, кто выезжает на несколько дней на рыбалку, у тех, я думаю, все примерно то же самое. Но вот кто не может себе позволить уехать куда-то далеко и надолго, ну, возможно, им будет интересно, возможно. Завтра весь день рыбалка, но это уже будет другая история. По традиции, всем удачи!